Пышный столбик на схемах и в описаниях обозначается следующим способом. То есть это своего рода кружок, в котором изображена цифра, это может быть и 3, и 4, и 5, который обозначает, сколько накидов нам нужно сделать, чтобы выполнить пышный столбик. Обозначение пышного столбика немного похоже на обозначение попкорна и обозначение кластера, но есть разница. В пышном столбике мы провязываем незавершенными накиды и делаем накидом общую вершину. В кластере мы провязываем незавершенные столбики и делаем столбиком общую вершину. В попкорне все столбики завершенные, и мы соединяем только первый и последний столбик. Сейчас я покажу, как это выполняется. У меня здесь провязано какое-то полотно и воздушные петли подъема, но вы не обращайте на это внимания, вам нужно просто уловить суть, как выполняются пышные столбики. Итак, на моем примере я выполнил пышный столбик из 4 накидов. Итак, я делаю первый накид, и в указанный на моей схеме столбик вставляем крючок и вытягиваем петлю. Второй накид, туда же, в эту же петлю вставляем крючок и вытягиваем. Третий накид, опять сюда же, вытягиваем петлю. И четвертый накид, сюда же и вытягиваем петлю. И теперь через все вот эти петли нам нужно протянуть нить. Через все петли, кроме той, которая наша главная рабочая петля. Цепляем нить и протягиваем эту нить через все наши накиды. И теперь вот эти две петли мы закрываем. Вот так выглядит пышный столбик. Еще раз покажу. Выполню просто воздушные петли, чтобы было лучше видно. Выполняю первый накид в указанный столбик, вставляю, вытаскиваю нить. Второй накид. Вставили, вытащили нить. Третий накид. Вытащили нить. Четвертый накид. Вытащили нить. И теперь через все вот эти наши накиды провязываем рабочую нить. И вот эти две последние петли мы закрываем. Вот так выглядит пышный столбик. То есть мы провязали все накиды незавершенными и сделали общую вершину всем накидам. Теперь вот разница, как выполняется кластер. Мы выполняем накид в столбик в нужный, вставляем, провязываем столбик с накидом незавершенный. Опять накид. Сюда же столбик с накидом незавершенный. И теперь делаем общую вершину. То есть здесь у нас незавершенные столбики. То есть столбик уже, грубо говоря, есть. Здесь только накиды. И в попкорне мы уже провязываем полностью наши столбики с одним накидом, например. Вот я провязал 4. Вытащили петлю, и теперь мы первый с последним столбиком соединяем. То есть вот пышный столбик, кластер и попкорн. И аналогично пышному столбику обычному выполняется рельефный пышный столбик. То есть мы также делаем накид, и вокруг указанного на схеме столбика выполняем пышный столбик. То есть просто провязали, выполнили накид, вытащили петлю. Опять второй накид, вытащили петлю. Третий накид, вытащили петлю. Четвертый накид, вытащили петлю. И через все эти петли теперь провязываем рабочую нить. И теперь вот эти две. Вот так выглядит рельефный пышный столбик. Но если честно, этот элемент мне не нравится, я его не люблю вязать. У меня внутри, когда я протягиваю крючок, у меня крючок цепляется за все нити. Сколько я не пробовал, у меня не получается вязать этот элемент. И мне он кажется, если честно, не очень красивый. Мне больше нравятся попкорны. Пышный столбик, мне кажется, он не пышный, а он какой-то худой. А вот попкорн, он реально пышный. И мне этот элемент нравится больше. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.